наконец-то у нас тепло. Практически жара наступила, как вы многие тоже писали в комментариях, что у вас постоянно зима. Ну, вот так вот у нас бывает, у нас такой климат. И наконец-то стало тепло, и сейчас пришлось, на всех машинах, вот как назло, пришлось заправлять кондиционер, потому что на самом деле у автомобиля есть такое свойство у кондиционеров. Раз в год, в 2 года нужно обслуживать систему кондиционирования. По какой причине? Потому что газ фреон, он на самом деле легкий газ, и он, многие думают, что система абсолютно герметичная, это не так. Он все равно улетучивается, и поэтому со временем нужно какие-то 100, 200, 300 грамм добавить. Поэтому как только вы почувствовали, что у вас уже в машине жарко и душно, можете смело ехать в СТО «Фильтр». Все ссылки на них я оставлю в описании, вы сможете посмотреть адреса СТО в Москве и в других городах. Приезжайте туда, вам специальным аппаратом вакуумным откачивают полностью фреон системы, закачивают новый, закачивают это с маслом. Это правильная будет процедура замены, чтобы ваш компрессор дольше работал. И всего за 2150 рублей, это для одноконтурных систем кондиционирования, вы ездите в прохладе и не потеете, вот как я сейчас стою на солнышке. Также, если вы заботитесь о своем здоровье или вы аллергик, вы можете также сделать антибактериальную обработку. Она будет стоить всего 1750 рублей, также в СТО «Фильтр». Ну и напоминаю, что у этих ребят можно всегда проверить перед сезоном, что перед зимним, что актуально для летнего. Фары, дворники, аккумулятор, все это можно сразу поменять. Можно поменять масло в двигателе, можно жидкости все в трансмиссии поменять, в мостах, колодки, тормозные диски, практически все есть в наличии, потому что СТО «Фильтр» является сертифицированным автосервисом, и они достаточно хорошо за последний год поработали с поставщиками, обновили полностью все свои склады запчастей, расходников, вот столько. Поэтому все ссылочки в описании. Записывайтесь онлайн, приезжайте, вам заведут сервисную книжку. Мы были там неоднократно, практически на всех наших автомобилях, и просто смело рекомендуем. Также отмечайте нас в Инстаграм, когда вы заезжаете. Нам очень приятно, когда вы это делаете. Всем привет! Жизнь такая штука, что она очень быстро течет, все меняется. Кто-то живет и чего-то одного добился, и этим не удовлетворен. А мы вот решили, что нужно все попробовать, правильно? Короче, хотим закладок набрать. Короче, мы сейчас находимся в автосалоне «Фреш» в Воронеже. Вы видели предыдущую уже серию, но она была недосказана. А Паша вообще не знает, что в ней происходило. Хотя на этот момент ты уже видел эту серию. Я понял, короче, что там будет что-то интересное. И в этот раз сам приехал сюда, Антона тут ждал. Я специально не спрашивал, какая машина, что они вообще им опять в голову взбрело. Тачка, на которой мы будем ездить в Волгоград, в Краснодар, в Красноярск. Это новый «Москвич». На который мы будем долбить. Или абсолютно новая Нива Travel. Ермак же постоянно вот так делает, да, я вас буду. Пойдем посмотрим. И уши поглаживает. Все, уже пришли? Да? Да, нормально. Давно хотелось попробовать гелик, как-то вот никогда не получалось. Это будет какой-то новый шаг для канала. Он серебристый, прикинь. Но серого-то у нас он не белый, не черный. Вот супер тачки для оффрода. На таких в Красноярск, Томь, Гуанчжоу. Поедем. Блин, я значок «Москвича» вблизи не посмотрел. Я всегда хотел его посмотреть. Прикольный, кстати, значок. Не то, что там вот эти вкусные точки, не пойми что. А вот у «Москвича» классный значок, мне понравился. В общем, Паш, эта машина находится здесь, на этой стоянке. Я ее уже видел. Dodge. Я же сказал. Я думал, что пикап. Вот что-то мне с самого начала казалось, что пикап. А ты когда сказал, что никогда не было такой машины? Нет, у нас была на канале такая машина. Ну, у этого, у Костика, у Jeep Custom. Но у него следующий Да кузов. нет, у нас лет 5 назад такие машины гоняли по карьеру. А ту, которую я купил, ее не было вообще на наших видосах никогда. Тогда надо посмотреть. Ну, вон этот Мерседес, автобус, Газель, Черри, Рейндж Ровер. Белая тачка на черных дисках — это уже почерк некий нашей банды. Че, Паш, добро пожаловать в мир комфорта и уюта.
Вырубай, сейчас будут это 18+ кадры. Вот это вообще пушка. Я думал, что на свете просто нет машины лучше Порша с рыжим салоном. Но белый рейндж на красном салоне — это просто вообще вышаг. Назад загляни еще. Что там, массажистка? И откинь еще там подлокотник. Ну, надо чехлы теперь покупать под вас. Вы как начнете обычно там кефир пить с батоном. Массаж, что ли? Или что это? А, я не знаю, есть массаж? Пульт какой-то. Капец. Управление мультимедией. Я думал, массаж есть. я Фига уже себе, там настроился. пульт с экранчиком. Наушники еще есть для каждого пассажира. Паш, надо будет О, настроить все вот эти телевизоры. телевизоры. Это прям, вот это новый уровень. А что ты говоришь, что такой машины не было на канале? Не было у нас такой машины никогда. А это Да, спорт или что? Не Это было, что у нас никогда на видосах такой машины. Я тоже не помню. Я так вспоминаю, не было за 5 лет ни разу такой машины. автобиография именно. Ну это ж Вообще не боль- спорт, это большой. Ну, спорт где-то у нас засвечивался в гонках. А такого не было вообще нигде у нас. Ни на Ну это ж гонках, ни на большой, как у бездорожье. Ермака, да? Как у Ермака, да не так, да не такой. Не, ну этот понаряднее. Он на 400 килограмм легче. Больше За шансов счет быть. Ермака? А за счет Ермака я получается на 600. Ну что, одобряешь? Да вообще супер. Просто мне еще и одобрили в банке его. Да вообще супер тачка. Это красный салон, это... Ну я не знаю, тут... Да, даже слов у меня нет, это просто вышаг. То есть надо переварить, потом ты уже нормально структурируешь свою речь, сможешь. Нет, я, по-моему, всегда, я буду в него садиться и такой, будем 3000 километров, поедем в Томь. И я буду ехать и каждые 15 минут говорить, какой крутой салон. Вот и я так же, Паша. Я сначала смотрел рейндж, да и фиг с ним. А когда увидел салон, я все говорю, давайте кредит. Давайте фреш-авто, все свои 16 банков подключайте, чтобы хотя бы 4 одобрили, да? Так что идем сейчас оформляться. Процедура сколько займет? От часа до... Ну, в целом и все, Паш. Это чисто, чтобы долбить на 3 рейнджах с Ермаком или как вообще? Какой план? Когда первый выезд? План будет позже озвучен. Но первый, наверное, Волгоград у нас будет город. Может быть, даже в этой серии. Игоря вот так вот. Нормально. Хороший план. Я думаю, у нас лето нормально пройдет с этой машиной. Потом знаем, куда ее в трейд-ин сдать, чтобы следующую попробовать. По выгодным условиям. Да? Блин, руль такой прям лаковый, черный. Круглый. Ну то ж надо все будет зачищать, кремиком смазывать вот эти места. А что панораму закрыли, Вот чтобы эти салон не места. пересветился? Чтобы не Не выцветала выгорело. кожа. Подлокотники есть, кстати. Прикольно. Такая форма прям интересная. Ты даже про мотор не спросил, Паш. Какой мотор? Мотор, ну завелся, вот старт-стоп. Есть мотор, все погнали. Сколько? Сил 600. 510 лошадей. 510 Ну, лошадей, компресс, сказали. ну обычный мотор, как у всех рейнджей. Ну, в общем, ты счастлив, да? Да это пушка вообще. Салон, ну еще б ромбиком вот тут вышить. Это в гараже можно потом сделать. Блин, ну это вообще, это просто тачка огонь. Вот я не знаю, что может быть круче, наряднее, пафоснее. Ну, это вот примерно, помнишь, когда мы Бентли смотрели, я скидывал там какой-то голубой на каком-то там красно-фиолетовом салоне, желтый там на оранжевом салоне. Ну, хорошо. Видел, что Миша оценил? Вот эти штуки сюда удобно шакалы складывать. Офигеть. А с той стороны можно положить. И закрываться можно, чтобы шакал, если отлетает, и чтобы тебе череп не проломил. Что, может, все-таки мотор посмотрим? Ты не смотрел? Все, ты увидел мотор? Ты, а? Ух, стакан такой. Стакан ты хотел увидеть, да? Пошли договариваться газика сдавать во фреш трейд-ин. Возьмете газик? Грузовики продаете? Да. Серьезно? Транспорт весь продаем. Без разницы. Ну, а ты боялся. Ну, да, это на москвич поменяем. Газик мы пригоним вам полноприводный. Отлично.
хочется быстрее поехать. Обычно, когда машины покупаешь, вот мы на канал покупаем, ну, купили и купили, в принципе, просто понимаешь, что это скорее, наверное, для контента они покупаются. Наверное, 50% машин для контента. А есть некоторые автомобили, я вспоминаю Геттер, когда я красный забирал, там несколько дней, ночей не спал, конечно, переживал, прямо хотелось эту машину. Гелик последний покупал, кстати, абсолютно спокойно, ну, потому что, наверное, уже он у меня был, и, в принципе, я понимал, что эмоции, которые он дает, они уже мной были пройдены, ничего нового я не испытаю. Ну и так со многими тачками. А вот, кстати, Range, на удивление, я дня 3, наверное, ловился на мысли, что он мне снится всю ночь. У меня никогда его не было, и хочется попробовать. И прямо сейчас такая даже какая-то радость, предвкушение есть на них, поехать на нем покататься. Я почему и Пашку пригласил, чтобы он оценил. Когда я покупал Миру Q7, я не говорил: пацаны, оцените там тачку мою, посмотрите, сюрприз. Просто как бы рядовое событие, машина на каждый день была куплена. Ну, понятно, не для всех, конечно, рядовое событие. Ну, просто она у меня уже до этого была, и поэтому я не парился. А интересно, ну, кстати, вот тоже вопрос, рычит или не рычит. Вот на гелике, когда едешь, вернее, когда ты дома сидишь, ты знаешь, что у тебя есть гелик. Как бы, ну, есть и есть, стоит там на паркинге, и думаешь такой, ну, и хорошо, там, меньше пробега намотается, целее будет, тем больше запчасти на него дорогие. А когда в него садишься, поворачиваешь ключ, блин, какая кайфовая тачка, начинаешь все ему прощать, там, носиться как сумасшедший, когда прогреется все, там, масло в коробке, в двигателе, получаешь эти эмоции. И вот мне интересно, здесь будут такие же? Ну, на Audi нет таких эмоций, это просто обычный автомобиль, на котором надо возить семью, вещи и себя из точки А в точку Б с комфортом, экономично и быстро. А здесь, мне кажется, все-таки, как сейчас рассказал менеджер, который продает мне эту машину, когда на нем разгоняешься, даже вот на трассе, на обгон идешь, у него морда поднимается. Мне интересно это испытать. Понятно, что меня после гелика ничем не удивишь, но сейчас мы это проверим. Охеренный просто, да? На свету вообще другой. Чтобы радоваться, самое главное. И побольше роликов. С ним? С ним. Так. Ну, можно вот так, но аккуратно, потому что жалко. Ладно, разберемся, все будет нормально. Все, счастливо. Первые километры пройдены, я на самом деле в восторге от Range Rover. До этого я к нему, конечно, скептически относился, вернее, вообще никак не относился, потому что я много раз слышал только плохое, и на самом деле он меня очень сильно поразил. Я задумываюсь, может быть, не стоило его брать, именно вот этот вариант, а можно было посвежее привезти, как сейчас многие блогеры привозят, мои коллеги по цеху. Можете даже написать в комментариях, кто уже вам рассказывал, кто приобрел себе автомобиль у компании Grand Auto. Они привезли их из-за рубежа, и причем очень интересные модели. Я думаю, наверное, я поспешил. Компания Grand Auto, они привозят автомобили из США, Китая, Южной Кореи, ОАЭ и Европы. Одним из главных преимуществ, ребят, является надежное юридическое лицо с 2013 года. Это автоматически дает дополнительную гарантию и минимизирует риски клиента компании, когда как частники не могут вам этого гарантировать. Спешу это заметить. Компания очень ответственно подходит к условиям исполнения договоров и привозит автомобили в среднем за 30 дней. В Grand Auto можно оформить автомобиль как в лизинг, так и в кредит. И еще есть одна интересная схема. По договору вы можете поработать по схеме 20 на 80. То есть вы сначала оплачиваете 20% стоимости автомобиля, и когда он уже к вам приезжает, вы оплачиваете оставшиеся 80%. Также у компании уже имеется 6 представительств в России: Санкт-Петербург, Москва, Сургут, Екатеринбург, Краснодар и Самара. Если вы еще задумываетесь, где наиболее выгодное предложение получить по доставке, по приобретению автомобиля из-за рубежа, то это однозначно компания Grand Auto, просто по той причине, что вы получите выгоду 15-20% от минимальной цены на автомобили в наличии. Поэтому все ссылки на соцсети и на сайт компании Grand Auto я оставлю в описании к этому видео. Мы приехали в Белгород, доехали нормально, снимать это не стали, ничего там, в принципе, сверхъестественного. Была одна ошибка по машине, чек горел, ну, это обычно, я так понимаю, у Range Rover'ов. Ошибка была по подсосу воздуха, мы его быстро нашли у Сереги, у моего друга. Сделали все, там, оказывается, клапан-адсорбер, он подходит даже от УАЗ Патриота, ну, он универсальный, это действительно без шуток. Поменяли, все нормально, машина без ошибок, можно ездить. Мы хотим сегодня испытать семерочку, которая 400 сил. У нас же назревал давно уже реванш, желтый Супра, поэтому мы сейчас поедем, будем пытаться разорвать Супру. Ну и
Можно будет попробовать, что может Range Rover, 510 сил, этот огромный бегемот. И ничего не пробовал, не разбирался. Сегодня так мельком быстро посмотрел просто, как работает Terrain Response у него. Это Terrain Response 2. И там куча всяких функций. Просто почитал мельком, особо ничего не понял. Ну, по ходу движения будем разбираться, так будет интереснее. Что, погнали, посмотрим. Сегодня будут интересные машины. Ну, как владелец Супры, что скажешь за Porsche? Лучшая марка. Даже лучше Тойоты православной. Нет, ну ломается, конечно. Но Porsche самые быстрые. Топ Нюрбургринга открываешь, там ни одной BMW. Ладно, давай. С Женей попробуем ходом оттуда, от моста. Давай сразу с места. Нет, мы ходом. Прогреть резину ж надо. А как она прогреется ходом? А знаешь, как бывает с места, раз и не поехала. А так ходом уже будет, по крайней мере, по мощности видеть результат. Оттуда, от моста, да, сколько? Километров 90. Посадите шифера к Женьку. Я в Жиге не поеду при любом раскладе. Почему? Да потому что она опасна. Восстанавливаться долго будешь. Она заведомо опасна, она заведомо просто может лишить здоровья. В ней никакой безопасности вообще нет. В ней завода не было, а сейчас вообще нет. Не надо шутить с тазами. Понял, Миш? Да, Молодое поколение. Я говорю, не надо баловаться с шарами. Давай, Женек, с Богом. Телефон не выронит. Да. На бусте. Ну что, какие у нас изменения за полгода? Постарели. Ну, кроме увеличившегося веса. Я про машину. Про машину. Разобрали машину в конце сезона с желанием сделать ребилд коробки. Коробка старая, думал, отправлю людям, которые понимают, умеют. Обещали неделю-две, 4 месяца она там пробыла, перебрали, сделали, сказали все, что можем, что умеем. Но, если честно, немножко недоволен по шуму коробки, как включаются передачи. Говорят, это гитрак. Говорят, что все... Типа особенность, да, у него такая? Особенность, как бы, да. То есть хотелось более четкие, звук как-то потише, прогревается, все равно какой-то шумок есть. Почитал на форумах, говорят, в принципе, особенность. Купить новый нереально, купить бэушный тот в мешке. Ну, попробуем, хватит на сезон, как себя поведет. Ну, а так, вылечили болячки, там перестала релюшка поворотов работать. Машинка старая, ну, соответственно, болеет потихоньку. Глобально ничего не делали, да? Глобально помыли после зимней спечки, ну, по большому счету, все. Ну, зато мы теперь знаем, что в ней 388 сил. Нету, не может быть в ней 388 сил, потому что стоят стоковые форсунки. Я скинул настройщику в Краснодаре, где Волга стоит, график. Он говорит, больше 330-40 честных снять со стоковых форсунок. Он говорит, точно такой же график кривой, как был на Волге. Но веришь в Жигу вообще, что она поедет? Посмотрим. Тот сезон, сказать, что был хороший, ну, ничего не сказать. Его не было. Давайте до 70. А то у меня третья не туда, вот вторая. А прикинь, сейчас Жига тебя просто разорвет. Вот это Я будет. буду рад, потому что в нее вложены руки, душа, деньги. Сейчас пошла жара. Мама дорогая! Охренеть! А ты чё? Блин, я, если честно, очень сильно испугался за этот хруст. А так хорошо все начиналось. Да. Пошла бодро, хорошо.
от страха все колотятся. Да шифер там кричит, маму зовет на помощь. Мама дорогая! Не воткнул. Я пробовал сейчас по лесу, там реально тяжело воткнуть. Попробуем еще разок. Обязательно. Пошла хорошо, прыжок хороший. Если бы он воткнул передачу, он бы ушел дальше. Да. Что, по звуку уже сервис? Да походу, да, свечу сдуло, наверное. Как у Игоря Рева? Да, свечу сдуло просто, наверное, 4-ю. Третью раздули. Вот, рванули, третью включили. Все, я же сказал. Рассчитывали, сколько сил, сколько труда, сколько ожиданий, сколько было надежд. Мы починим сейчас. Прыгнул хорошо. Вот она раздулась, третью. Прыгнул, третью я не попал в передачу. Вот отцепление провернулось резко. Антон говорит, давай еще разок. Прыгнул прям хорошо и ушел, на корпус, наверное, минимум на 2. Жек, давай уже что-нибудь сделаем, уже весь YouTube смеется. Он так стартанул ходом на Жиге. Я думал, он сейчас вообще в точку уйдет, и мы его даже никогда не догоним. Но просто переключение и все, и пропало. Но звук был жесткий, когда что-то вот, как будто оторвало, что я сзади сидел, как будто что-то вот назад. Это ты кричал? Да. Давай я Супру буду на рейндж-ровере рвать. Кондер надо выключать, да, в рейндж-ровере? Да, потому что, мне кажется, мощность будут забирать. Ну, давай хоть покатаемся, раз собрались. Смена пилота? Да. Я, конечно, расстроен с Жигой. Нагоняет. Это сколько мы? 180. Я думал, этот чемодан вообще никуда не поедет. Ты смотри, прикольно. Че у нас по параметрам? Все нормально, средний расход 25,5. Спорт и ESP выключены. Это нормально едет. Коробку что-то сделали. Денчику говорю, Денчик, включай передачи с любовью. Сейчас Серега скажет, нет, такого быть не может. Слушай, ну нормально. Так он сначала догонял. Мы вот прям на камеру видно догонял, и ты просто что-то газ пол, она прям вообще полетела. Что, поедешь с рейнджом? Да, А с Супрой? И с Супрой. И проиграю там. На 3 сигнала. Да. Ходом она Теслу проезжала, но Тесла была полуразряжена, проезжала сильнее, по-моему. И у Теслы холодная батарея была тогда. Да. Ты смотри, прямо рейндж сопротивляется. Такой чемодан огромный, в котором ты едешь, когда смотришь на 200-й крузак, и тебе кажется, что он маленький. Ну, рейндж на скорости смотрится просто бомбически. Он такой, как в глиссере идет. Ну, назад рейндж приседает, а желтенький, как упорото идет. Нормально. А, еще ты у меня 200 килограмм. Еще у меня полный бак. Это мои отмазки обычные. Да самое это я 200. Либо сейчас Серега скажет, я сам тоже хочу попробовать за руль сядать. Посмотрим. Надо перезаехать. Прикольно. Самый эмоциональный заезд сегодня интереснее, чем Жига, да? Че, ты его догнал в конце? В конце первого заезда? Первого. Не, мне жалко было вколачивать передачи. Не догнал? Я не догонял. Слышишь, да я скажу так, что он когда идет на скорости по трассе, он просто выглядит монументально, просто бомбически. Он... Супра не догнала нас, кстати, до моста. Ну, после моста он только вперед пошел, да? После моста мы все тормоза жмем, чтобы да? тормозиться. Он не догнал нас. Антон, что скажешь? Сядь за руль.
Зачем? Ну, чтобы все было... Пригрузить, чтобы не поехало или что? Не, я хочу попробовать. Так а он не обогнал. С места? С места не догнал. Давай еще раз. Так, стейдж, престейдж. Мы готовы. Поехали. Но все равно мы уходим. Не может догнать. Все, 400 метров. Вот его ровно на 400 догнал. Серега за рулем был? Да. Давай, вызывай Мерины на убой. Ты же БМВшник, ты должен. Мишка, хотел бы себе такую тачку? Какую, Жигули? Ну, белую. Мерседес на старости лет. Ну, Не, а зачем? Мне на старости еще далеко. слышь, Мишань, А, ну вот скажи, давай, выбор тебе, BMW или Mercedes, что выберешь? Тойоту. А на старости лет можно ренджа взять себе и ездить, наслаждаться уже. Вот тогда на старости лет. 5-литрового? Да, 5-ведрового. Ты ожидал от этого чемодана вообще? Нет, вообще не ожидал. А ходом что-то он как-то то ли не понял, он поехал, я не поехал. У тебя, слушай, как-то все сияют все больше и больше глаза. Вчера меньше сияли, ты все рад, больше и больше рад, да? И... Машина, купленная абсолютно случайно, вот все вы видели это, как мы ее купили, просто решили проверить там одну схему, и все получилось. И я с каждым днем, кстати, все больше и больше доволен. Ну, наверное, пока просто ничего не сломалось. Когда начнет сыпаться, уже я буду недоволен. Надо заехать с Бэхой. 3 литра дизеля, не помню, на чипе, да, он там? Ты всех знаешь. Да, там вот. что-то 300 плюс сил. А вот этот Мерседес черный, это что? Вот только что подъехал, мы не знаем. Давай еще с места Это кейс вообще лютый. Это я еще не включал никакие кактусы. На кактусах же он лучше поедет. Я читал, что в режиме кактуса, это типа песок, он дольше передачу держит, там переключается позднее, там системы какие-то электронные распускает лучше. Нормально. Еще, наверное, центральный дифференциал там блокируется. Ты, короче, подготовился, когда я покупал. Почему я готовился? Я купил, никогда в жизни не ездил в этой машине. Ну, я, допустим, не знаю, что какие-то кактусы тут, цикаты. Ну, я просто вижу, что кактус нарисован. Что это, надо к этому готовиться? Ну, скажи мне, обрадуй меня. Ну, первый выиграл, второй забуксовался. Ты ж видел. Капец. Он же второй выиграл, сколько, корпус? 1,5 с места. Ну вот. Поздно переключился. Надо было нажимать на третий сигнал уже. Так бы и чуть поменьше проигрывать. Так, ну с Супрой, наверное, хватит. Уже все, в принципе, ясно было. Ходом она быстрее. Тут надо просто приноровиться. Я первый раз на нем езжу. Получается, когда я третий раз нажимаю сигнал, надо в этот момент уже нажимать газ. Тогда она как раз вот эти там доли секунды сэкономит и переключится заранее. И на третий сигнал уже машина поедет. А то, получается, я просигналил, потом я нажимаю, он думает. И пока думает машина, Супра уже уезжает. Да, как вы думаете, как честно? Все-таки ходом или с места? Полный привод и задний? Надо среднее вычислять. Что? Где ваша Бэха? Давайте Бэху. Давайте Бэху. Давай Бэху. А чё Бэхи-то? 3 литра дизель.
так, знаешь, семечку даже не догоняет, в отличие от Супры. Но она слабенькая. Ехали на Жиге гонять, и в итоге гоняем на Ренже. Но Жига обидно немножко. Ну, зато немножко погоняли. Ничего, скоро купим одну машину интересную. Если все, звезды сойдутся, хорошо, мы ее купим. Тогда долбежки будут, как в старые добрые времена. Все будут пищать, визжать, что кровь из ног выливается в голову, что легкие сводят, ребра болят. Это что за зверь там? Понял, как меня ходом скрыть. Как? Что, я не знаю. Сначала газовый, потом посигналить. Ну, на доли секунды шанс был. Рассказывай, что? Рейндж быстрее, объективно. В двух моментах или выходом не ехали? Короче, чемодан валит, я хочу сказать. Это вообще вещь просто. Это ты про себя, что ли? Ну, я этот кейс. Чемодан. Это мама кенгуру, понял? Это у нас, Антон, а какой счет? Пока 2-0? По поломкам? Нет, или то, что прыгнуло, это считается за половинку? Ну, вообще не считается. Не считаю, расстроился? Конечно. Блин, ну вот. Ну, блин, ну сколько делаем, уже хочется результата, и как бы уже, знаешь... В голову, знаешь, сколько рвал? Так, ну, люди тоже смотрят, ждут. Мы же заявили там, что будет результат, а получается результата нету. Знаешь, выглядишь как бы вот это, балабол какой-то. Если долго мучиться, можно и ешь и коротить. Не хочется мучиться, хочется уже есть. Уже стало все-таки интересно. Многие говорят, надо шить машину, а я был, наверное, против. Но тем не менее, посмотрев результаты, что предлагают, прирост всего 50 лошадиных сил, ну там 60, да? А цифры разгона гораздо интереснее. Допустим, если он едет, по-моему, 4,6 до 100, да, 4,5. Нет. 5,5, 5,4 он едет 0,100, а должен поехать 4,6. Вот мы хотим это проверить, и сейчас мы прошьем Seven Force Stage 1 без всяких плюшек, да? Че, мы готовы? Сейчас должны логи сначала считать, да, правильно? Да. С третьей передачи... Ну, ты попробуй сейчас просто, смотри, на третьей передаче вот. До 2000 доводишь. Вот. Чуть меньше, до 2. Ну, там 1900. Едем. Да. Продавливаю? Да, продавливаешь, но чтобы он не переключился. То есть и нам нужно только добавлять газ, не отпускать потом, чтобы было равномерно. Давай. Сильнее. Пол. Этого достаточно? Да. Ну, пишет много параметров, эта программа. И потом вы это отправляете в Москву? Да, чтобы мы посмотрели, как машина себя чувствует до чипа. Если плохо, то не будете шить, да? Да. Часто такие истории бывают? Ну, обычно где-то 2-3 машины из 10. Сейчас, получается, мы этот лог отправляем в Москву, едем, пока едем мы к тебе. Мы сначала лог делаем, еще делаем замеры 1600, учитываем стоковый файл, отправляем все это в Москву на файл-сервер. И пока будем ехать, нам уже начнут готовить файл. Угу. Ну, скажешь, когда мерится. Да, сейчас. Что, замерились? Да. Хватит? 5.48, 5.36. 5.48 в ту сторону, но плохо стартанул. Обратно 5.36. Ну, в принципе, заводские параметры. Почему Seven Force? Ну, я уже не первая машина у них шью. Во-первых, удобно, что есть они практически в каждом крупном городе. Вы можете просто зайти, посмотреть у них на сайте по ссылочкам, я оставлю в описании. Вот у нас вокруг вот Курск, Воронеж, Липецк, Белгород есть. Вот мы сейчас конкретно в Белгороде находимся. Есть представитель.
машину зашиваем, никаких сложностей с этим нету. И можно там, если вы находитесь даже где-то в дороге, купили машину, ну, допустим, в Краснодаре или, не знаю, там в Тюмени, возможно. Да, в Тюмени же есть Seven Force? Есть, бывает. Сейчас нету? Значит, в Тюмени не покупайте машину, а покупайте там, где есть Seven Force. И я очень хорошо дружу с Серегой Гербашем, мне очень нравится его подход. Вы можете зайти на его страничку в ВКонтакте, он там много интересной информации публикует, и в том числе и в Инсте. Вот он покупает автомобиль, к примеру, Audi RS7 или там Mercedes CLS, и он всегда его доводит максимально по результату с бюджетом, который, в принципе, наверное, доступен, да, каждому, кто купил такой автомобиль. Нет вот этих вот вкладываний бесконечных по миллиону, там вот это все оттачивание. Просто делает грамотно, с хорошим подходом. У него всегда изумительный результат. Вы можете посмотреть, какие его RS7. Серега, тебе огромный привет и огромный респект. Поедем мы сейчас мерить прошивочку от Seven Force и посмотрим, какой у нас будет результат. Пока ехали сюда на замеры, чтобы прочитать логи, а потом сделать замеры уже. Оказалось то, что в Тюмени дилер Seven Force есть, уже недавно новый открылся, поэтому я никого, надеюсь, не обидел и никого не дезинформировал. Так что в Тюмени можете снова покупать быстрые тачки. Если вы хотели купить в Тюмени и быструю или не быструю, наоборот, машину, чтобы ее сделать быстрой, там можно сразу сделать стейдж 1, 2, 3, в зависимости от того, сколько вы готовы на это потратить и чего вы хотите. И вам быстренько все сделают. Можно просто зайти на сайт и посмотреть актуальную информацию по дилерам. Да, сравнить сайт с сайтами продаж, какие тачки там есть, ближайший к вам город. И все, и едете, сразу покупаете. Удобно, да? Да, можно продажную диагностику сделать, посмотреть по логам, кстати. То, что обычно подборщики не делают. Посмотреть машину под нагрузкой, как она работает. То есть какую-то быструю покупаешь, ну, да. Допустим, там RS6, да? Хочу, вы можете сразу ее посмотреть под нагрузкой там. Да, на дороге померить, то есть понять, машина живая, не живая. То есть у меня может быть ошибок и нету, но технически она может быть уже подзаезжена. Уставшая, да? Да. Вадим, будем с тобой мериться вместе. 3 человека в салоне. Ты у нас самый тяжелый, кстати. По ощущениям получше. Сейчас мы втроем поехали, 5,3. 5,3? Да. Втроем. Потом у Вадима, я думаю, килограмм 100 есть. Да у него больше, не 200. Кого? 200 сколько у тебя? 98. Мы знаем, сколько у нас Вадим забирает динамики разгона. 98 килограмм. Фары надо же выключать, зеркала складывать. Так мы еще штука покушали, Антон. Вот. Кстати, покушали. Да, мы, кстати, хорошо покушали, аж спать хочется. Ох, Вадим, ты еще 2 порции съел. Не слышь, 5? Оттуда, 5,07 туда. Все, значит, я много покушал. Но она же еще раскататься должна. Ну, конечно. Нужно адаптироваться. Мы сюда ехали вообще в каком-то овощном режиме. Заявляют лучшее из лучших 4,7 что ли, 4,6. Но опять же, здесь многое зависит от комплектации, от веса автомобиля. Панорама тяжелая. Нет, 5 секундочек мне прямо в самый раз. Что, мы покатаемся и потом еще сделаем замерчик, да, через недельечку. Пусть раскатается. Может, и гоночки будет А мы в организовать. Воронеж собираемся ехать с Геной, заезжать с его новым геликом. Вот как раз мы раскатаемся и посмотрим. Погода будет уже другая, другой участок дороги. А канал какой? Менеджер Антон. Канал менеджер Антон? Да? А я был там, был. Лично брат мой.